Туалет-пожиратель. Со стороны кажется, что это обычный унитаз. Но стоит нажать кнопку смыва, как появляется огромный язык и острые зубы. Если ты не успел убежать, то туалет тебя сожрет. Сегодня мы со старшей расскажем тебе жуткую историю про туалет-пожиратель. Что это? Раньше был популярен скибиди-туалет. Это что-то наподобие жуткого вируса. Если скибиди-туалет тебя укусит, то ты станешь таким же монстром, как он. Но останешься в живых хотя бы. С туалетом-пожирателем все намного страшнее. Надевай наушники, присаживайся поудобнее, ведь история начинается. В одном городе стоит странная заброшенная школа. Ее окна заложены кирпичами, а дверь закрыта на большой толстый замок. Люди, что живут рядом с этой школой, по ночам часто слышат странные звуки и даже иногда крики. По ночам в школе что-то шумит. Странная эта школа. Снесли бы ее побыстрее. Полиция, приезжавшая по вызову, ничего не могла найти. Тогда два друга, Саша и Егор, решили разузнать все сами, что с этой старой заброшенной школой не так. Ночью, когда родители спали, ребята тихо созвонились. «Привет, ну что, все по плану?» – спросил Саша. Егор кивнул и прошептал: «Да, собираемся и идем. Ты кусачки взял?» – спросил он шепотом. «Да, взял», – ответил Саша, положив трубку, и начал быстро собирать рюкзак. Кусачки, фонарик, запасные батарейки и телефон. Ну и еще несколько вещей. Накинув рюкзак себе на плечи, он тихо на цыпочках забежал в коридор. Он медленно выглянул из-за стены, посмотрев в комнату родителей. «Спят», – прошептал он и быстро глянул на часы. На часах было 12 часов ночи, а после, стараясь не шуметь, надел ботинки, черную куртку, шапку и, взяв ключи с тумбочки, сунул их в замочную скважину. Провернув, раздался ужасно громкий скрип. Саша побледнел и замер, прислушиваясь. Вдруг родители проснулись. Папа в соседней комнате недовольно вздохнул и перевернулся на другой бок, и тут же захрапел. «О, чуть не спалился!» – выдохнул Саша. Он медленно открыл дверь, вышел в ночной подъезд и закрыл дверь в квартиру. Как вдруг кто-то резко схватил его за плечо. Мальчик испугался, обернулся, выпучив глаза. Позади него стоял кто? Его друг Егор. «Ты чего так долго? Я тебя уже 10 минут жду. Пошли!» С этими словами он потащил Сашу из подъезда. Время с нами страшную историю слушал хороший пес. Пес, давай тебя покажем. Вот он, очень смелая собака. Дальше-то было. Скажи, что же дальше было? Джека, скажи всем привет. Скажи привет, подписчики. Собаке за то, что он такой смелый, полагается вкусная палочка. Джек, держи. Прошу вас. Все, бон аппетит. На улице было жутко и холодно. Фонари еле-еле освещали дорогу, а вдали виднелось здание заброшенной странной школы. Ребята быстро до нее дошли, все время оборачиваясь. «Я бы вообще туда не пошла. Пиши в комментариях, пошел бы ты. Зачем вообще ночью идти в заброшенную школу, чтобы проверить, что за фигня там творится?» Так вот, Саша достал кусачки и подставил их к огромной цепи, на которой висел крепкий замок. Мальчик закряхтел и... Ничего не получилось. Цепь была слишком толстая.
«Блин, что делать?» – прошептал Саша, как вдруг его перебил Егор. «Смотри-ка!» Он протянул руку к замку. Оказалось, что замок был ржавый. На вид-то крепкий, только вот металл из-за ржавчины слабеет. Только мальчик до него дотронулся, как замок с грохотом упал на землю. Ребята удивились и, обрадовавшись, переглянулись. А после медленно открыли старую дверь школы. Ставь лайк, если ты смелый и не побоялся бы узнать правду. Так вот, первым зашел Егор. Он включил фонарик и осветил темное, ужасно старое помещение. Зря они туда пошли. Зря. Пол был пошаркан, а стены все облуплены. Также на полу валялись разобранные стулья, разный мусор и части тетрадей. Ребята шли по коридору, затаив дыхание. Вокруг было тихо, ни единого шороха, а также было очень темно из-за того, что на подоконниках стояли кирпичные стены, которые изнутри закрывали окна школы. Одним словом, жуть. «Ну и что мы тут ищем?» – спросил Саша, смотря назад, на то, как выход все отдаляется и отдаляется. «Ходят слухи», – начал Егор, – «что в этой школе на 3-м этаже что-то живет. Каждую ночь тут слышны странные звуки. Надо проверить. Я буду светить фонариком, а ты доставай телефон, будешь снимать». Саша быстро достал из рюкзака телефон и начал вести съемку. Как вдруг над ними резко что-то упало. Саша испуганными глазами посмотрел на Егора. «Вот, я про это и говорил. Что это за звук?» – сказал Егор. «Да бомжи, может, какая разница? Я думал, ты шутишь!» – возмутился Саша. «Пошли проверим одним глазком. Мы туда даже заходить не будем. С лестницы посмотрим», – проговорил Егор и прибавил шаг. Ребята быстро, но тихо дошли до лестницы и стали подниматься. Звук не прекращался. Он становился то громче, то тише. Они дошли до 2-го этажа и, аккуратно выглянув, посмотрели в коридор. Никого. Звук шел с 3-го этажа. «Твоя идея, ты первым смотри, что там?» – тихо сказал Саша. «Ладно, только ты снимай давай, так, чтобы видно было». Они стали подниматься выше, на 3-й этаж. В конце коридора опять послышался стук и тихий рык. Саша наступил на что-то и подскользнулся, чуть не упав, но вовремя успел схватиться за перила старой лестницы. «Это еще что?» Он посмотрел себе под ноги. На полу лежал старый тетрадный лист, на котором был нарисован унитаз с зубами. Саша пригляделся и стал разглядывать рисунок. «Саш, отсюда ничего не видно. Пойдем дальше, подойдем», – сказал Егор и пошел вперед. «Ага, иду». Саша, присев, поднял рисунок, все еще вглядываясь в него. Егор не заметил, что его друг отстал и остался около лестницы. В конце коридора, там, где были туалеты, раздался ужасный рев. «Ты снимаешь?» – спросил Егор, но, не услышав ответа, обернулся. Друга рядом не было. «Не оборачивайся! Повернись обратно! Тебя же сожрут!» Как вдруг вдали коридора дверь туалета резко открылась, и оттуда появился унитаз. Он медленно повернулся на Егора. У него были очень острые зубы и даже что-то наподобие глаз. Он помчался на него. «Саша, беги, беги!» – закричал мальчик и, развернувшись, побежал обратно к лестнице. Саша, услышав крик, оторвался от разглядывания картинки, посмотрев в коридор. В нем несся испуганный Егор, а позади него тот самый туалет с зубами. «Блин!» – крикнул Саша и быстро побежал вниз по лестнице. К счастью, ребята выжили. Они выбежали из школы и закрыли входную дверь.
туалет не успел сожрать их. Я уже думала, им конец. Не ходите, ребята, по заброшкам. Мало ли, встретите там монстра. Почему эта школа заброшена? Все просто. Раньше эта школа была нормальная. В ней учились дети. И все как всегда. Но одним вечером мальчик зашел в туалет, который был на ремонте. Там недавно установили новый унитаз. Стоило школьнику нажать кнопку смыва, как вдруг в толчке появились острые зубы. И эта челюсть сомкнулась, и его сожрали. Да, чтобы такое не произошло с вами, давайте пройдем тест. Перед вами 3 унитаза. Какой из этих унитазов опасен? Унитаз слева. Он выглядит странно. Пиши в комментариях, отгадала ли ты? Блин, я ошиблась. Вернемся к истории. Все решили, что ребенок пропал. И никто даже не подумал, что в школе орудует туалет-пожиратель. Но случаи стали продолжаться. Каждую неделю пропадали дети. И после серии таинственных исчезновений эту школу прикрыли. Жуткая история. Будь аккуратен, если не хочешь, чтобы тебя сожрал туалет-пожиратель. Подписывайся, чтобы не пропустить другие жуткие истории. Пока!